Здравствуйте, мои дорогие львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Итак, неделя с 26 января по 1 февраля. Что же львов ожидает? Какие вам карты сегодня выпадут, львы? И что интересного у вас произойдет? Я напомню, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет и будет перекликаться с теми событиями, которые происходят непосредственно у вас. Можете оставить ваши комментарии по этому поводу, ваш отзыв, если вам видео понравилось. А также не забудьте подписаться на мой YouTube канал, если вам не хочется потерять в дальнейшем мои расклады, если они вам подходят и нравятся. Также ожидаю ваши лайки. Они дают мне понять, что я не зря записала это видео, что оно вам действительно нравится. Итак, я напоминаю, расклад на неделю с 26 января по 1 февраля для представителей знака Лев. По дням недели. То есть на каждый день недели достаем по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из дополнительной. И те комбинации карт, которые, соответственно, у нас получаются, мы их разбираем. Пытаемся понять, почему именно такая комбинация, соответственно, выпадает на те или иные дни. Итак, с понедельника по воскресенье. Начнем мы, соответственно, с основной колоды. И начнем мы с понедельника. Итак, львы. Давайте посмотрим. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, что у нас есть? У нас есть первая карта Луна, карта каких-то, знаете, ситуаций, которые по карте Луна, возможно, будут наполнены такой неуверенностью, да, то есть вы не знаете, как будут развиваться события, что-то настолько вот зыбко, сумрачно, вы как будто не владеете всей информацией, вы можете о чем-то мечтать, планировать какие-то ваши действия в будущем, но как будто бы не знать точно, а удастся ли их осуществить, то есть вот здесь больше о мечтах, когда вы думаете, планируете, но при этом есть также и страхи, а удастся ли, получится ли у меня осуществить задуманное. То есть может проявляться какая-то и неуверенность в себе или боязнь, что возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства или что будет какой-то обман. Опять-таки по карте Луна вы как будто боитесь скрытых каких-то качеств других людей или мотивов других людей, которых вы не знаете. То есть как скрытую сторону Луны, которую вы не видите, что вот что-то может быть такое скрытое от вас, что-то такое, что помешает достижению ваших задач, вашего успеха. Также здесь карта Луна — это в целом такая карта, которая говорит о ночи. То есть кто-то мало спит, у кого-то плохой сон, кто-то много работает, мало спит, у кого-то какие-то сны могут быть, которые могут вам что-то как будто быть подсказкой такой, да, вашей интуитивной. Карта Луна. Карта рыб, кстати. Может быть, общение у кого-то с человеком знака рыбы будет здесь актуально. Ну, давайте посмотрим, что еще у львов будет здесь на понедельник. Здесь же карта королева Пентаклей. То есть какие-то вопросы, возможно, здесь эти касаются человека земного знака, то есть Девы, Тельцов или Козерога. Либо по королеве Пентаклей здесь какие-то ваши мечты, касающиеся вот вашей финансовой стабильности, какого-то заработка. Также неуверенность, что получится эту ситуацию финансовую решить в вашу пользу. Или вы боитесь какого-то обмана финансового, какой-то нечестности со стороны там другого человека, какой-то сделки нечестные, знаете, как будто не доверяете там продавцу, к примеру, да, у которого что-то покупаете. Дальше идет 8 кубков, карта разочарования. И также, кстати, карта неуверенности, да, то есть здесь неуверенность, неуверенны в том, куда вы идете, получите ли вы желаемое, соответственно, по 8 жезлов. Здесь вы можете испытывать, правда, такую вот сильную неуверенность здесь.
А также вы можете здесь понимать, что еще впереди много сложностей, которые нужно преодолеть, много есть неизвестного впереди вас, и вы идете к этой неизвестности, и вас пугает эта неизвестность, как будто бы вы не знаете, сможете ли вы пройти через все преграды, которые возникнут у вас на пути. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть. Соответственно, у вас львы во вторник, королева жезлов, огненная стихия, лев, овен, стрелец, то есть ваша стихия, либо общение с таким вот человеком огненного знака. У кого-то здесь может быть ваша неуверенность, которая здесь проявляется в том, а смогу ли я добиться успеха в каком-то важном деле, или какой-то справедливости для вас важной, смогу ли я допустим, прийти к той роскоши, к тому достатку, который я себе наметил, придумал. Вот. Также вы можете здесь разочароваться в общении с таким человеком огненного знака, допустим, или, знаете, как будто быть очень честными с окружающими в том, что вы хотите, но при этом, опять-таки, понимаете, что вот рассказывая о своих целях, своих планах, у вас как будто будет возникать сомнение, а получится ли у меня осуществить то, что я себе думаю, задумал. Карта Пажа Пентаклей — человек, который готов учиться чему-то, да? Паж Пентаклей — это ученик. Вы готовы здесь каким-то образом чему-то учиться, что-то новое для себя познавать, приобретать эти знания. Возможно, по Пажу Пентаклей кто-то на какие-то курсы здесь идет или на какие-то тренинги. Также здесь в целом это, опять-таки, шанс, который вам дается. Он может быть достаточно выгодным, выигрышным для вас, Паж Пентаклей, или какой-то бонус дополнительный, какие-то деньги, которые, возможно, вы здесь получаете, опять-таки, потому что вы трудились, вы работали для этого, да, поэтому здесь есть такая возможность получить какое-то вознаграждение. Паж Пентаклей в целом о том, что вы можете здесь, опять-таки, иметь дело с каким-то знаком зодиака земным, то есть девы, тельцы или козероги, поэтому Паж Пентаклей. Давайте посмотрим, что еще здесь львы для вас может быть. Паж Пентаклей, карта Солнца, ясность, озарение в каком-то вопросе, в понимание в том, чему вам следует еще учиться, в чем свое мастерство развивать. Возможно, здесь какой-то хороший шанс приходит, который делает вас счастливыми, радость добавляет в вашу жизнь, дает ощущение вот этого ликования. Карта Солнца, кстати, ваша карта львы, говорит в принципе о вас как таковых, да? Карта Солнца, радость от каких-то гостей, которые могут к вам прийти здесь, опять-таки с каким-то подарком, с каким-то презентом. Да, вот этот визит или Паж Пентаклей — это возможность здесь встретиться с таким человеком. Паж Пентаклей. Также вы здесь готовы что-то изучать, и это как будто дает вам ощущение ясности в каких-то вопросах. Дальше идет карта Верховная Жрица, и здесь снова Луна. Да? Здесь вы можете, во-первых, принимать какие-то мудрые решения. Может быть, они основаны не только на вашей интуиции, которая карта Верховная Жрица соответствует, еще на вашей мудрости, ваших знаниях, которыми вы обладаете. Верховная Жрица о том, что вы можете что-то в тайне делать или узнавать о каких-то тайнах, каких-то секретах здесь, о чем-то, что от вас было скрыто, но в целом вы стараетесь здесь сохранять гармонию, вы стараетесь здесь быть благоразумными, терпеливыми, опять-таки принимать мудрые, разумные решения по этой карте. Давайте посмотрим еще, что здесь у вас будет на четверг. На четверг у вас еще и карта, опять-таки, умеренности. Это карта Стрельца, может быть, общение с человеком знака Стрелец, могут быть какие-то тайны или секреты, которые вы узнаете от других людей в доверительном общении, потому что умеренность, она об этом, о доверии, о дружбе, возможно, от друга вы узнаете о каких-то здесь вещах, да. Также вы здесь постараетесь, опять-таки, стараться находить баланс и равновесие в каких-то для вас вопросах, потому что что-то здесь узнаете, но стараетесь при этом не суетиться, не торопиться, да, сохранять равновесие, находить компромиссы в этой ситуации. Карта умеренность. Дальше идет карта Пятерка кубков. Здесь о каких-то неприятностях, к сожалению, в пятницу, которые могут у вас произойти, или в чем-то вот не везет так, как хотелось бы, или какие-то конфликты возникают ваши внутренние, или конфликты с окружающими. Здесь кто-то с кем-то ссорится, может, действительно. Поэтому, давайте посмотрим, почему Пятерка кубков здесь у вас есть. И здесь есть карта Мир. Карта Мир — хорошая карта. Возможно, здесь, знаете, по Пятерке кубков мир, да, возможно, здесь боязнь, да, что не удастся,
или что какие-то неприятности вы проживаете, касающиеся кого-то на расстоянии, и вы о ком-то можете переживать, поэтому карта Мир, волноваться, беспокоиться о ком-то на расстоянии. Возможно, здесь будет какое-то ваше переживание касаемо поездки или какого-то перемещения, да, путешествия по миру, карта Мир. Или переживание, опять-таки, по поводу успешного завершения. Смогу ли добиться результата, смогу ли по карте Мир прийти к той финальной точке, потому что 21-й аркан — это последняя карта в старших арканах. То есть смогу ли я получить желаемое по пятерке кубков, простите, да, у вас ощущение вот боязни, да, проблем, которые могут возникнуть, получится ли вам прийти к этому миру или к этому успешному для вас завершению. Также можете быть в состоянии, знаете, какой-то опечаленности, удрученности, что, возможно, здесь, знаете, как чувствуете какую-то несвободу, или что кто-то не ценит там ваши какие-то достижения, или ваше какое-то нет такого признания окружающими, как вы бы хотели, возможно, да, вы ожидали какого-то триумфа, да, какой-то радости у окружающих, возможно, вы этого не получили, вас это может расстроить тоже. Карта следующая — Императрица, карта Тельца, может быть, общение с человеком знака Телец, для кого-то важна будет в целом ситуация, связанная с вашей семьей, если вы мама, то с вашими детьми, может быть, здесь с вашей женой или с вашей мамой, тоже карта Императрица. Но опять-таки здесь есть как разочарование и необходимость решить какие-то ситуации, связанные вот с такой императрицей. Возможно, здесь есть какая-то честность и честный разговор с таким человеком. Он может немножечко расстроить, разочаровать. Также вы можете здесь не уверены быть в каких-то вопросах, касающихся ваших детей, или что-то вас может расстроить касаемо там вашей семьи, ваших близких. То есть какие-то мелкие проблемы, возможно, бытовые. Следующая карта, карта десятка кубков, тоже показывает семью, изображает. И здесь, кстати, если вы мама, может быть, вы там, не знаю, были у своих детей, уезжаете, или они уезжают от вас в этот день, да, опять-таки, как разочарование от этого отъезда. Но вот десятка кубков семью показывает, и в целом здесь все вопросы, касающиеся семьи, дома, вот этого семейного счастья и благополучия семейного для вас на выходные дни будет особенно важно. И вместе с десяткой кубков, которая сама по себе карта очень хорошая, да, и десятка жезлов, я только говорила, что кто-то может уезжать куда-то, правда, чемоданы собраны, то здесь может быть по десятке жезлов ощущение, что вы с кем-то теряете вот эту близость общения, потому что кто-то уезжает, или вы не можете с кем-то договориться, потому что кто-то от вас что-то скрывает, есть какая-то скрытность в общении, и вы чувствуете эту скрытность в общении. Также может быть ощущение такого ненужного груза, тяжести, когда вы очень много бытовых вопросов и задач на себя берете и много вкладываетесь там в свою семью, а допустим люди, там ваши родственники, к примеру, этого не ценят, и вас это разочаровывает тоже, и вызывает вот такое вот состояние, да, разочарованности, да, что почему меня не ценят, почему не ценят тот вклад, который я делаю, который я на себе несу здесь, как тяжелый груз, может быть, да, неравномерное распределение этих обязанностей. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для львов, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого!